Привет-привет! Добро пожаловать в новое видео. Сегодня будет сборная солянка от похода к доктору до разбора покупок, поэтому заваривайте чаек, присоединяйтесь и приятного просмотра. Ну, что сказать. Первое из мест, которые мы посетили в Польше, это психиатрическая клиника. Вещают прямо отсюда. 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 Нам нужно продлить рецепты на антидепрессанты. И поэтому мы записались к частному доктору, чтобы было быстрее закрыть этот вопрос. Очень приятный доктор здесь. Она выпишет рецепт. Надеюсь, еще не знаю, муж пошел. И мы свободны в этом плане. Очень много дел уже переделали, очень много дел впереди, но самое главное мы в безопасности и, честно говоря, пока что не до конца это осознаем. Ну и где же, как не здесь, показать вам свое новое пальто. Очень им довольна, покупала в Заре. Сейчас, кстати, классные скидки на Black Friday. Можно выхватить очень хорошие позиции по классной цене. Мне очень нравится, что оно такое объемное, такое большое, просторное, потому что прошлое пальто у меня было немного похоже, но в нем было тесновато, особенно вот если свитер одеваешь, и, собственно, оно у меня по рукаву и порвалось. Я куплю нитки, с собой не взяла, к сожалению. Куплю нитки, его зашью, оно у меня будет таким более повседневным, выбросить мусор, что-то такое, в общем, более домашним. И оно уже давно просится остаться для дома, потому что уже там и замок поломан, в общем, вы поняли. После поездки в клинику мы решили отпраздновать наше новоселье небольшим тортиком. Купили, кстати, в Ашане, и он оказался свежайшим, такой вкусный, мягкий. Шоколад просто восхитительный, не слишком сладкий, не слишком горький. В общем, это был кайф. А после этого пошли гулять по торговому центру. Ну что ж, по торговому центру нагулялась, устала неимоверно, но хочу вам показать свои покупки. И начну с средств для ухода за собой и плавненько перейдем к бытовой химии. Покупок на самом деле немного, больше я гуляла, наслаждалась спокойствием, классной атмосферой в торговом центре и прикупила совсем немного. Первое, что покажу, это вот этот гель для душа. Он обалденно пахнет, аромат просто невероятный. Стоимость чуть выше среднего, но оно того стоит, правда. Уверена, что буду брать еще. Честно говоря, не могу вспомнить, где брала. Или в Rossmann, или в Ашан. Следующее- это комплект из 3 позиций. Это маска для волос, спрей для волос, и должен был быть шампунь. У меня с этой шампунью или этим шампунем, скажите, пожалуйста, как правильно, целая история. Еще живя в Украине, я шла за кондиционером. То есть у меня был дома такой шампунь, и я шла за кондиционером для волос, именно за этим, за черным. Прихожу домой и понимаю, что я купила просто еще один шампунь, но размером меньше. В этот раз мы уже приехали в другую страну, да, и нужно было закупиться снова. Я приехала, я пошла за шампунью, маленькой специально. Прихожу домой, я взяла кондиционер.
Отличаюсь умом и сообразительностью, да. В целом линейка от, Schwarzkopf, классная. Вот это вот глисс, именно черная. У меня, волосы очень пористые и весьма неплохо справляются, прям весьма неплохо, при том, что это бюджетно. Я перепробовала много всяких профессиональных линеек. Единственная линейка, которая мне понравилась, я, сейчас не вспомню, прикреплю где-то здесь фотографию. Она классно справлялась с моими волосами, но мне так не нравится запах, просто жутко. Поэтому я решила здесь бюджетнее. Может быть, не так полезно для волос, но мне, в принципе, окей. Также впервые я попробовала эту маску, а, из этой же линейки. Очень-очень классная на самом деле. Я понимаю, что здесь, вероятнее всего, куча силиконов. Честно, я даже не читала. Но из, масс-маркета прям топ-топ именно для моих волос. И этой штучкой я уже пользовалась. Это спрей для волос, не смывающийся, пахнет классно. Я люблю всякие несмывайки, такие по типу, как кондиционеры, увлажнения. Масла на пористые волосы вообще наносить нельзя, делает всё только еще хуже. А вот такие вот штучки, всякие кремушки, жиденькие спрейчики — топ. Это комплект из. Еще хочу показать вам очень классное средство. Оно осталось у меня еще из Украины. Это обычный шампунь, при себорейном дерматите. Лучше его использовать по назначению доктора, но для профилактики тоже можно. Где профилактика? Честно говоря, не знаю, есть ли он в других странах, но, скорее всего, что есть. Если у вас, перхоть или какой-то вот зуд, но это точно не вши, э, то попробуйте для профилактики пару раз использовать. Очень классно. И он убирает вот эту вот жирность излишнюю волос, но при этом, не пересушивает. Это очень-очень важно. Да. Мой рекомендацион. И следующая штучка для волос, мое спасение. Как-то все очень сильно отсвечивает. Ну-ка, щас я попробую призакрыть немножко окошко. Не знаю, стало ли лучше. Что это такое? Это спрей для корней, чтобы скрыть отросшие корни волос. У меня волосы крашеные, это не мой ненатуральный цвет. Но я хочу постепенно к нему вернуться. И вот эта вот штуковина — это спасение. Честно, самая бюджетная, которая была в Rossmann, ее взяла. Есть еще от L'Oréal, знаю, такие же спреи. Как они вот так вот выглядят. Вы просто взбалтываете и по чуть-чуть наносите. Только очень важно защищать лицо, потому что будете в веснушках. Я знаю, что есть более профессиональные, спреи. Есть от L'Oréal более дорогой, по-моему, в 2 или в 3 раза дороже, чем этот. Мне этого достаточно. Я не так часто им пользуюсь, но, эффект меня устраивает. Единственное, что вы должны быть готовы к тому, что, когда вы будете притрагиваться к волосам, руками, могут оставаться следы, поэтому там бодаться ни с кем не стоит, потому что он переснимается немного. Не знаю, как другие, L'Oréal и остальные не пробовала. Если вы пробовали, напишите, пожалуйста, есть ли какие-то, спреи, которые не отпечатываются, да, на руку, там, на одежду. Но в целом топ. Я была бы не я, если бы я не купила какую-то ништятину. Взяла вот такой вот ободочек для волос. Он больше похож как будто бы на кокошник, но очень удобная вещь, когда, умываешься, когда красишься, да, наводишь макияж. Очень-очень удобно. Ничего не мешает, ничего в лицо не падает, и при этом он не сильно передавливает, всё, не пережимает сильно волосы. Вполне себе удобненько. Если еще подобрать какой-то наряд, то можно даже на выход. Так, возвращаемся. Из косметики, из новинок у меня появилась вот такая вот новая помадка от Eveline в таком очень нюдовом цвете, нюдовый оттеночек. Она сейчас, кстати, на мне. На секундочку, да, вот как она выглядит на сводче и как выглядит, на губах. Она достаточно розовая, но при этом, знаете, не дешевая розовая, такая очень приятный в жизни оттеночек.
Также от Eveline. Я почему-то стала фаворитом Eveline и вообще бюджетной косметики. Раньше покупала чуть более дорогой сегмент, но зачем переплачивать, если есть такие классные аналоги? Но я не цураюсь более премиального сегмента. Действительно, есть очень классные средства в люксовых сегментах, в более дорогом масс-маркете. Что это? Это тенюшечки, тоже от Eveline. Сегодня я нарисовалась ими, но очень-очень аккуратненько, потому что у меня здесь нет нормального зеркала очень много в квартире. А, и ходить к другому зеркалу в полный рост далековато. А мне хотелось здесь посидеть, так расслабиться с чаечком. В общем, вот так вот выглядят, тенюшечки. Такие очень повседневные цвета. Мне как раз такого не хватало, потому что все мои тени остались в Украине. А, хотелось еще добавить немножечко яркости в свои польские будни. Польские мигрантские будни. Конечно, я же подготовилась к съемке видео. Салфеточки с собой взяла, чтобы не вытирать об одежду тени. 2 моих новых друга. Один уже заканчивается, второй начинается. Это 2 вот таких карандашика для бровей от Eveline. Один у меня посветлее, я его покупала еще, когда была не крашена, второй потемнее купила уже в Польше. Кстати, интересно было бы сравнить цены, но я их уже не сравню, у меня ни чеков, ничего не сохранилось. Что мне нравится в этом карандашике? Это стержень, который не нужно точить. Раньше я не любила автоматические карандаши, вот, а сейчас мне так, понравилось, потому что я постоянно где-то теряю точилку для карандашей. Очень, ну, можно навести сильнее, да, прям пожирнее. Можно провести очень-очень тоненькую линию, которую не будет заметно. Я, например, люблю, хвостик бровей делать темнее, так поярче, да, вот, начало бровей оставлять таким чуть более светлым. Это все мы закрываем и растушевываем щеточкой с другой стороны. Как говорит мой друг, петарда. Правда, я ничего не вижу, честно говоря, в камере, но вы поняли, да? Всё подмазюкаю. И, кстати, на удивление, расход очень-очень приятный. Я думала, что он у меня закончится приблизительно за 2 недели, но нет, вот этому карандашу уже месяца 2, и он светлый который. И при том, что я пользуюсь им практически каждый день, его достаточно еще много осталось. Поэтому от всей души рекомендую. Действительно классные и натуральные оттенки, без вот этой желтизны, без зеленцы излишней, да. Очень натуральные, приятные оттенки, которые, я думаю, подойдут, каждой девушке с любым цветотипом. Из того, что я вам не покажу, потому что на этом стоит мой телефон сейчас, это краска для волос осветляющая. Хочу экспериментов в своей жизни побольше, и взяла очень светлую краску, 214 номер Джоанна. Кстати, самая-самая дешевая, которая была в Росмане, потому что это будет чистый эксперимент. Мне не жалко 3 пряди спалить. Glenby Попел. Как-то так на польском. Я хочу взять вот здесь вот сзади 2 прядки, одну с одной стороны, одну с другой стороны, и высветлить их полностью. И по одной за ушком. Ну, высветлить полностью это не в белый-белый, а в такой пепельный какой-то, чтобы он не стал желтым потом сразу. И посмотреть, как будет. Если мне понравится, то я высветлю еще несколько прядок, возможно, что-то спереди. Ну, в общем, посмотрим, буду экспериментировать. Если нет, то просто возьму свой тонер обычный, затонируюсь, как было раньше. Кстати, насчет тонера. Я оставлю здесь сейчас кусочек видео. Пробовала еще один тонер, ну, вот такого вот каштанового цвета, шоколадного. Уже находясь в Польше, тоже брала в Росмане. Там палитра сумасшедшая у этой марки тонеров, но мне понравилось именно это. А, и вот так выглядит. По косметике мы пробежались, и быстренько по бытовой химии, на самом деле совсем немного. Всякие доместосы всем известные я показывать не буду, покажу из такого новенького, что я еще не пробовала. Вот такой вот ваниш для выведения пятнышек.
По факту это тот же ваниш, который мы привыкли в жидком виде у нас видеть, но есть такая штучка, вот такая вот она, приятненькая, кстати, тактильно. А, Ты на тканюшку наливаешь, да, тут немножко выдавливаешь этого средства и размазюкиваешь, и своего рода так застирываешь пятнышко. Ну, потом кидаешь в машинку стиральную и наслаждаешься белой чистой вещью. Также еще про белые вещи. Взяла вот такие вот пластиночки, тканюшечки. У меня в Украине были такие для черной одежды, для белой я не находила. Вот как это выглядит, если это дело открыть. Здесь 15 этих штучек. Ничем не пахнут, кстати. Они немножечко таким порошочком пахнут. Вы берете одну штучку, кидаете в барабан для стирки белья вместе с бельем, да, белым в данном случае, только белым. И вот эти вот тканюшечки, они содержат в себе и отбеливатель, и, скорее всего, немного белой краски. Для одежды, разумеется. И за счет этого одежда становится светлее, более белая. Конкретно вот эти вот не пробовала именно для белого, поэтому попробую, вам расскажу в следующих видео. Для черного белья я пробовала, действительно штука рабочая, очень классная, и более того, она собирает всю пыль. Вот это вот, что особенно на черной одежде видно сильно, оно прилипает на эту конюшечку, и вы ее просто выбрасываете, а белье такое более чистое, и она действительно для черного белья содержит много красителя, то есть стирать стоит только черное. Не удержалась я от покупки двух таких прикольных мочалочек. Я не знаю, как можно было остановиться и их не взять. Во-первых, они черные. Это волшебство, когда они ядрёно-оранжевые, салатовые, какие-то персиковые, ну, персиковые еще ладно, вот салатовые, желтые, терпеть не могу. Очень-очень прикольные, правда, осыпаются страшно. Но, возможно, когда намочу, будет получше. Aesthetic at home. Они, кстати, возможно, выглядят очень жесткими, но на самом деле нет. Вот ворсинки, они такой средней жесткости. Удобно будет и посуду мыть, и раковину, например, отлично протереть от всяких остаточков. Поэтому да, мне очень-очень нравится. В общем, шла я за бумагой для выпечки. Но есть одна проблема. Когда ты находишься в новой стране и не знаешь язык, тебе сложно не быть дураком. В общем, в итоге я взяла бумагу для всяких сэндвичей, для упаковки сыра и тому подобного. Разумеется, я найду ей применение в доме, но запекать в ней вряд ли получится. Поэтому теперь у меня есть целый склад этой бумаги. Придется делать разные сэндвичи. Но у нас ребенок пойдет в школу с Нового года, со второго семестра получается. Поэтому, я думаю, понадобится. Вот такими елочками из Кракова я заканчиваю свое видео. Спасибо, что были со мной. Классного вам настроения. И не забывайте ставить лайки.